Привет, я Электро. Я пока учусь и задаю много вопросов. Фондовый рынок – организованный рынок торговли ценными бумагами, а также механизм, который объединяет лиц, имеющих свободные средства, с лицами, нуждающимися в средствах. Что такое фондовый рынок и для чего он необходим? Фондовый рынок – это среда, где происходит торговля акциями, облигациями, валютами и другими активами. Для нас фондовый рынок так важен, потому что можно без преувеличения сказать, что абсолютно все, что есть в этой студии, и практически все, что вас окружает в жизни, создано не просто акционерными обществами, а создано акционерными обществами, которые торгуются на фондовом рынке. Поэтому можно абсолютно без преувеличения сказать о том, что тот окружающий мир, который мы с вами наблюдаем, создан внутри фондового рынка, и, конечно, это сегодня основной экономический институт. Что дает умение работать на фондовом рынке? Умение работать на фондовом рынке важно с двух точек зрения. Во-первых, это самый, наверное, логичный, самый эффективный инструмент для инвестирования. А инвестирование сегодня – это обязательная часть экономической деятельности и вообще жизни практически любого человека. С этой точки зрения кажется, что все довольно очевидно, и многие люди пытаются улучшить свои инвестиционные навыки. А вот вторая задача обучения работе на фондовом рынке гораздо интереснее. Поскольку фондовый рынок сегодня – это, пожалуй, самый важный экономический институт, то без понимания того, как именно он работает, и без понимания его нюансов, вы просто не сможете адекватно понимать происходящее в стране и мире. Начиная от движения доллара и заканчивая изменением ставок на ипотеку, корни всех этих явлений лежат внутри фондового рынка, и поэтому обучаться работать на нем и понимать, как устроен мир, в общем-то, наверное, это синонимы на сегодня. Как понимание механизмов работы фондового рынка помогает вскрыть глубинные законы развития современной экономики? Глобально понимание работы фондового рынка помогает вам просто-напросто адекватнее оценивать окружающий мир и свое место в нем. Потому что, когда мы говорим об экономике, очень хочется впасть в одну из двух крайностей. Или объяснить все конспирологией, мировым заговором и присутствием какого-то тайного правительства, или наоборот сказать, что экономические процессы полностью непредсказуемы, и с этим ничего не поделать, можно только смириться. При этом, конечно, четко ответить на вопрос, где будет доллар завтра на отметке 90 или 100, невозможно. Но при этом согласитесь, что абсолютно для каждого человека очень важно понимать направление, очень важно планировать свою жизнь в зависимости от того, как будут протекать те или иные экономические процессы. Так вот, фондовый рынок помогает вам адекватнее взглянуть на окружающий мир и понимать, как развивается ситуация. Что касается более практических навыков, то, безусловно, когда мы спускаемся на ступеньку ниже к инвестированию и к формированию собственной финансовой подушки, то здесь, не понимая, как работают большие акционерные общества и большой капитал, вы не сможете принимать адекватных инвестиционных решений. Например, если вы в принципе не понимаете, как устроен совет директоров, какое место он занимает в «Газпроме», какие налоги платит «Газпром» или как он общается со своими акционерами, то вам будет довольно сложно предсказать дивиденды «Газпрома». Если вы не сможете предсказать дивиденды «Газпрома», то, наверное, и идея покупки этой компании в качестве инвестиции странная. Поэтому для того, чтобы эффективно инвестировать, вам так или иначе придется погружаться в фондовый рынок и его детали. Какие разработаны методики для обучения работе на фондовом рынке? Для начала стоит определиться, что Россия находится в совершенно уникальной ситуации и относительно развития фондового рынка в целом, и тем более относительно развития поля обучающих инициатив на нем. Дело в том, что здесь, наверное, наложилось сразу 4 больших фактора. Во-первых, это, конечно, стремительная диджитализация, то, что мобильные приложения банков и брокеров сейчас без преувеличения в мобильном телефоне практически каждого человека. Второе – это, конечно, ковид и тот переход на дистанционные формы обслуживания, на дистанционные образовательные форматы, который произошел. Третье – это, конечно, произошедшая вокруг СВО экономическая ситуация и некоторые дополнительные ограничения по выводу капитала и вообще по тому, куда можно инвестировать, которые произошли за последние 1,5 года. Вот все это сформировало совершенно уникальную среду,
в которой нету готовых решений. То есть если мы говорим об обучении математике, то здесь мы можем взять просто уже работающие методики, например, у наших западных коллег. Когда мы говорим про обучение работе на фондовом рынке, здесь, к сожалению, мы вступаем в абсолютную терра инкогниту и вынуждены работать с тем полем, которое у нас есть. Наверное, мы бы выделили два больших сегмента обучающих инициатив. Первый сегмент – это инициативы, которые обучают, давайте назовем это, станку. То есть они обучают простейшим инвестиционным действиям. Как открыть терминал, как купить акцию, как продать ее, как получить дивиденд. Это довольно большой кусок, потому что практически все брокеры, практически все банковские структуры занимаются образованием именно в этом смысле слова. Второй кусок гораздо более маленький по объему, но гораздо более важный с точки зрения смыслов и образовательных эффектов. Это когда обучение работе на фондовом рынке подается как часть большого экономического обучения, как обучение повестки. То есть не тому, как купить конкретную акцию, а как попробовать ответить хотя бы самому себе на вопрос, в какой среде живет та или иная компания, что с ней будет происходить и как новые экономические условия повлияют на цену акций этой компании. Какой основной вспомогательный эффект от обучения работы на фондовом рынке? Давайте здесь разделим в этом вопросе уровень человека и уровень страны. Что касается того, какой эффект получает отдельно обучившийся, то, наверное, самое главное, как-то ни странно звучит, это эффект единой целостной картины мировосприятия и места себя в той экономической и политической системе, в которой мы живем. Конечно же, это как минимум приводит к некоторому, если не росту благосостояния, то хотя бы к тому, что человек начинает лучше планировать финансовые потоки, его окружают. Ну и что мы совершенно точно можем сказать по итогам наших исследований, что обучение работе на фондовом рынке в целом повышает агентность человека, то есть его активность, вовлеченность в различные проекты и зачастую некоторую предпринимательскую инициативу. Что касается уровня страны, то здесь, наверное, главный эффект заключается в том, что отдельные граждане становятся более вовлеченными в экономическую систему. Потому что не секрет, что мы еще 30 с небольшим лет назад жили при плановой экономике, когда все участие тех или иных граждан заключалось в том, что они относили вклад в Сбербанк. Между тем появилось много инструментов, в том числе квазигосударственных инструментов инвестирования, которые, к сожалению, сейчас не на слуху и которые малоизвестны. То есть самый простой эффект на государственном уровне – это то, что отдельные граждане начинают вместо вклада в банке или вместо того, чтобы класть деньги, что называется, под матрас, покупать облигации федерального займа и тем самым вовлекаться в экономический процесс. То есть их личные сбережения, они не выходят за пределы Российской Федерации и не удаляются из системы. А наоборот, за счет того, что они лучше понимают, как это работает, и люди начинают больше зарабатывать, и государство, и общество в целом получает больше, просто потому что деньги работают через инвестирование. Какие именно знания и навыки формируются в рамках инициатив обучения работе на фондовом рынке? Если попытаться максимально общо, но при этом точно сформулировать вот эти главные знания и главные навыки, которые формируют обучение работе на фондовом рынке, если правильно его проводить, то это 3 вида знаний и 3 вида навыков. Основные знания – это, во-первых, знание о том, что есть здоровая, нормальная компания. Почему это знание не является самоочевидным, почему его надо добывать через специальные образовательные институции? Потому что привычные, стереотипные представления о том, что такое нормальная компания, очень далеки от современных требований экономики и от современных стандартов фондового рынка. Подчеркну, как российского, так и глобального. Мы привыкли представлять себе, и даже в школе нас этому учат, и даже зачастую нас этому учат в рамках курсов по экономике и менеджменту, что правильная компания – это компания, у которой есть один собственник, один владелец, он эту компанию удерживает, он находит инвестиции для нее по своим дружеским связям, по связям с какими-нибудь политическими лидерами. Вот это пример сильных, правильных компаний. Но на самом деле это совершенно ложное представление. Потому что все те компании, которые нам предоставляют питание, одежду, электронику, бытовую технику, досуг, эти все компании устроены вообще по-другому. Эти компании распределили свою собственность по множеству участников рынка, которые покупают и продают акции как буквально части этих компаний. И это не только обеспечивает возможность получать огромный доступ к капиталу, к деньгам, но это также позволяет компаниям во многом вынужденно, но очень четко
иметь более эффективную управленческую структуру, более открытую, более подвластную контролю и наблюдению со стороны. Вот именно фондовый рынок, как подлинно рыночный механизм организации экономики, и делает компании эффективными и открывает для них доступ к рынкам такой, которого не может быть у самого близкого друга или приятеля, самого большого политического лидера. Не только в России, но и в мире. Таким образом, представление о том, что такое правильная компания, правильный бизнес, оно формируется прежде всего именно вокруг обучения работы на фондовом рынке. Второй тип знаний – это что такое правильная или здоровая экономическая среда. Мы привыкли бояться дефолтов, кризисов, шоков, падения рубля, роста цен на квартиры, снижения цен на квартиры. Мы привыкли бояться любых изменений. Но современная экономика, в особенности в условиях последних 5-10 лет, когда идут процессы, которые мы в науке называем деструктурацией, то есть структуры быстро меняются и меняются в зависимости и с опорой на индивидуальное действие, которое массово распределено по экономике и по обществу. Так вот, когда у вас структуры меняются, у вас неизбежно будет высокая изменчивость всех показателей: курса доллара, курса рубля, цен на ипотеку, цен на продукты, цен на путевки, цен на образовательные институции, цены на смартфоны. На все будет меняться цена. И сами смартфоны тоже будут меняться быстрее, чем мы привыкли это себе представлять. Таким образом, представление о том, что здоровая экономика – это экономика, которая быстро меняется, и не надо паниковать, если вот мы видим эту изменчивость. Это второе базовое знание, которое формирует обучение работе на фондовом рынке. Третье базовое знание, которое формирует обучение работе на фондовом рынке, оно самое, наверное, важное. Это знание о том, как правильно человеку воспринимать себя в мире. И тут есть очень важный аспект, потому что мы привыкли воспринимать экономическую сферу как отдельную. Вот есть мое рабочее место, я получаю на нем заработную плату. А то, что там в политике, в социальной сфере, в культурной сфере, это меня не касается. Моя зарплата, она вот мне идет по договору и идет. Так вот, на самом деле, очень важная грань деструктурации, которую мы в нашем прекрасном НСМУ, Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала, развиваем и изучаем, состоит в том, что современный человек вынужден откликаться и понимать события вокруг него происходящие. И обучение работе на фондовом рынке как этому помогает? Что оно показывает, что социальные, политические, культурные процессы, которые протекают вокруг, они напрямую влияют на доходность всех участников фондового рынка. И вот это внимание к миру и включенность в него, и понимание того, как этот мир примерно работает. Понятно, что без супер-микро-тонкостей и деталей, потому что мир во многом непредсказуемым был и будет. Но базовые закономерности, вот их понимание, это то, что дает обучение работе на фондовом рынке, причем не как абстрактное знание, а как знание, которое позволяет человеку включаться в эти процессы, помогать и себе быть более благополучным, счастливым, и миру тоже становиться лучше. Хотя бы через вливание своих ресурсов в те компании, которые растут, которые перспективны, чтобы им помогать расти и самому от этого получать свой справедливый кусок достатка. Это три типа знаний. Значит, здоровая компания, здоровая экономическая среда и здоровая позиция человека по отношению к и экономической среде, и в целом социально-политической, социально-культурной среде вокруг. Теперь, три вида навыков, которые формируют обучение работе на фондовом рынке. Во-первых, это, конечно, навык совладания с неопределенностью, с кризисами. В науке много говорят сегодня про понятие резилиентности, то есть устойчивость к воздействию негативному. И, конечно, если я знаю, что изменчивость – это нормально, что волатильность – это нормально, что кризис – это тоже нормально, то, конечно, моя способность действовать в этой ситуации продуктивная и не бежать, паниковать и, там, не знаю, бить стекла – это формируется такая вот устойчивость. Это первый навык. Второй навык – это, собственно, навык анализа социальной и экономической реальности. Потому что если я знаю, что мой доход зависит от того, насколько я корректно считываю сигналы, которые происходят из разных структур этого динамично меняющегося мира, то, конечно, я больше к этому миру прислушиваюсь, за ним наблюдаю и лучше понимаю его динамику. И здесь я бы хотел подчеркнуть очень важную историю. Сегодня много говорим, и мы, наши коллеги, другие исследователи, про проблему фейков, про проблему ложных сигналов, дезинформации, противоречивой информации. Так вот, обучение работе на фондовом рынке позволяет человеку на примере такого витального фактора его существования, как материальное вот благосостояние,
уметь понимать и различать фейк от не фейка. И вот пример, который мой коллега обозначил про облигации федерального займа, как некая альтернатива, например, тому, чтобы класть деньги в банк на депозит. Это очень яркий, объективный показатель того, что если я понимаю, что объективно доходность и для меня лично, и полезность для страны выше в случае с покупки этих облигаций, а не если я кладу деньги там на депозит или под матрас, то, соответственно, вот моя способность работать с сигналами, с информацией и не отвлекаться на какие-то фейки, она, конечно, возрастает. И третий навык, который формирует правильное обучение работе на фондовом рынке, это навык, связанный с, собственно, проактивным действием, потому что мы увидели эмпирически, что те люди, которые прошли вот это обучение, они не только начинают больше зарабатывать, что в большинстве случаев так и есть, хотя не всегда, но также в большинстве случаев у этих людей возрастает, если это наемный работник, корпоративное предпринимательство. То есть он начинает у себя на работе предлагать способы сделать свое рабочее место лучше, сделать компанию лучше. Кроме того, если это человек из сферы предпринимательства, такого чистого, да, как вот стартапер, ИП, то у него возрастает активность в части генерации новых стартапов. Ну и в целом, что же очень важно, вот это понимание связи экономики и социальной среды порождает у человека способность позитивно действовать в этой широкой социальной среде. То есть это и всякого рода благотворительность, и участие в просто социально ориентированных проектах. Вот и в целом это более оптимистичный, более спокойный и уверенный взгляд на социальный мир. Вот я бы сказал, что вот эти 3 вида знаний и 3 типа навыков, это, как нам представляется, если не обязательный, то очень важный и полезный элемент человеческого потенциала, который надо развивать сегодня с малых лет, и это в существенной степени может ответить на вопрос, который сейчас активно обсуждается. А что такое финансовая грамотность и каким наполнением надо снабдить соответствующие образовательные программы? Я приведу очень простой пример, связанный с теми проектами прикладными, которые мы сегодня исследуем и консультируем, связанные с поддержкой студенческого предпринимательства и в целом университетского предпринимательства. Вот с известными событиями 2022 года венчурный рынок, то есть рынок тех, кто дает деньги на развитие проектов, вот просто так, да, так называемый Friends, Fools and Family, он почти сдулся и снизил свою активность. Но в то же время фондовый рынок вырос стремительно. 25 миллионов человек сегодня имеют там индивидуальные счета, а объем ресурсов, которые там оборачиваются, трудно оценить точно, но это порядка 5-6 триллионов рублей. И если хотя бы небольшая толика этих ресурсов будет направлена на поддержку университетского технологического предпринимательства, то это станет очень важным фактором развития не только университетов, и не только науки в целом, но и, собственно, экономики. Потому что студенты вузов, как мы все с вами знаем из школьных и университетских курсов по экономике и обществознанию, образованные молодые люди – это главный, наиболее важный сегмент человеческого капитала. Так было всегда и так будет всегда. И в этом отношении единственный способ сегодня обеспечить, чтобы предпринимательские проекты, которые формируются в наших университетах, выходили бы в рынок именно как рыночные единицы, это поддержать выход этих проектов на фондовый рынок. Для этого есть отдельные механизмы, и мы надеемся, что это будет реализовано. И массовое обучение работе на фондовом рынке таким образом – это еще и способ поддержать предпринимательскую активность, в том числе технологическое предпринимательство, которое является сегодня очень важной задачей для нашей страны, где вузы поставлены в такую довольно лидерскую позицию, и мы надеемся, что наши исследования помогают находить инструменты, как решать эти задачи. Как собираются данные, что с ними делают, как используют? Очень важная особенность нашего проекта НСМУ, всего большого проекта НСМУ, а не только нашего исследования, состоит в том, что значительная часть наших разработок посвящены эмпирическим феноменам, которые пока малоизвестны и малоизучены. И это всегда требует очень больших усилий по предварительному анализу и разметке вот этого поля, для того, чтобы потом можно было выявить основных участников и их роли и статусы в этих процессах, и с ними углубленно работать. На первом этапе мы провели анализ документов и официальных порталов, а также неофициальных источников, например, социальных сетей, личных страниц. После этого мы посмотрели основные
типы самих образовательных инициатив и обнаружили, что есть 3 основных типа. Это инициативы, которые идут от брокеров институциональных, то есть компаний, которые зарабатывают на том, что предоставляют брокерские услуги. Есть инициативы от больших образовательных центров, которые скорее в формате быстрого обучения за небольшие деньги обучают азам. И вот эти 2 сегмента составляют порядка 95%, если мы говорим про охват аудитории. И порядка 2/3 от общей выборки, если мы говорим про количество самих инициатив. И есть еще небольшой сегмент частных инициатив, которые, как правило, стоят довольно дорого и которые имеют небольшие охваты, где вот как раз реализуется тот подход к обучению, который формирует те 3 вида знаний и те 3 вида навыков, которые я выше обозначил. После общей разметки этих инициатив мы провели серию фокус-групп, около 10, и более 70 углубленных интервью с рядом категорий лиц. Во-первых, это люди, которые там сейчас обучаются. Во-вторых, это те, которые прошли обучение ранее. В-третьих, это те, кто эти курсы или программы организовал. В-четвертых, это те, кто там преподает. И также была отдельная категория экспертов в области фондового рынка, которые знают про эти инициативы и могли оценить то, как они отвечают на реальные вот задачи и запросы к человеку, который вот пытается на фондовом рынке что-то делать. Соответственно, вот это углубленное качественное исследование, которое последовало после работы с документами и разметки вот от артефактов, которые можно найти условно через компьютер или через там какие-то документы, это и составило эмпирическую базу, которая нам позволила получить такую целостную картину, потому что мы знали, что говорят обучившиеся, чему они научились, мы знали, что говорят тренеры или преподаватели, чему они учат и почему это важно. Мы знали, что говорят эксперты о том, какой вообще-то запрос объективно есть к человеку сегодня, который пытается работать на фондовом рынке. И вот именно этот комплексный взгляд позволил нам увидеть и эффекты, и содержание этого обучения, и самое главное, его проблемы. Потому что я хочу еще раз это подчеркнуть. Несмотря на колоссальную перспективность и важность обучения и работе на фондовом рынке в современной социально-экономической реальности, собственно, качественных инициатив, которые приблизительно отвечают на те задачи, которые надо решать через обучение и работе на фондовом рынке, мы нашли немного, и они все далеко не бесплатные. Поэтому прикладной вывод, который вытекает из анализа, состоит в том, что нужно масштабировать и помогать системно, и методологически, и педагогически вот это поле образовательное масштабировать и продвигать. Какие выводы можно сделать на основе этих данных? Проведенное нами исследование показывает колоссальный адаптационный потенциал нашего общества и нашей экономики. В полном отсутствии системной поддержки истории с обучением работе на фондовом рынке со стороны государства и основных образовательных структур мы увидели десятки миллионов человек, вовлеченных в этот институт, с триллионами рублей, которые там оборачиваются. Мы увидели десятки образовательных инициатив, которые пытаются обучать этой работе, очевидно требующей специальных навыков, потому что то, что мы знаем по дефолту из школьной программы, из университетской программы, из телевизора, из интернета, это ворох фейков, ворох шума, а представление о том, как организована современная экономика и какое место в ней занимает фондовый рынок, современное российское информационное поле не формирует. Так вот, несмотря на все это, мы увидели включенность населения в фондовый рынок, наличие десятков инициатив, которые пытаются этому обучать, и узкий сегмент тех инициатив, которые обучают этому, если не идеально, то в правильном направлении. Таким образом, мы видим на основании этого исследования, что есть огромный потенциал для резкого повышения качества и эффективности нашего образования, как минимум в области экономического поведения и экономической сферы, но с выходом на более широкие вопросы поддержки проактивного действия, созидательного действия, социально полезного действия. И проактивность на фондовом рынке, если угодно, агентность в экономическом поле, это лишь одно из проявлений агентности. Но наши данные позволяют предположить, что и в других сферах общественной жизни мы можем увидеть такие позитивные проявления индивидуальной активности, и наша задача их исследовать, выявлять и поддерживать.
Расскажите, как появилась идея сделать серию видеоподкастов. Она родилась на круглом столе, который проходил в период апрельской конференции, на котором наши молодые ученые в режиме некоторого соревнования представляли результаты своих исследований, и мы в них увидели, во-первых, огромные талантища, не побоюсь этого слова, во-вторых, мы увидели уже сформировавшихся популяризаторов современной науки. Расскажите, как появилась я, Электро. Компьютерные технологии, их образы уже неотделимы от нас, от нашей работы и повседневной жизни. Ты олицетворяешь собой одновременно искусственный интеллект и потенциал человека. Оба они постоянно развиваются и совершенствуются. Твоим прообразом стал логотип нашего Центра комплексных исследований человеческого потенциала. Мы тебя оживили и сделали похожим на человека.